Все мы регулярно ходим в магазин. Многие уже выучили, в какой части магазина находится тот или иной продукт. Там овощной отдел, там хлебный отдел, а вот тут стоят полки с булочками и сладостями. В общем, туда лучше не заходить, чтобы лишний раз не соблазняться. Мы ведь следим за своим здоровьем. И кажется, столько лет мы ходим по этим магазинам, мы уже выучили все уловки производителей. В отделе выпечки всегда вкусно и маняще пахнет. На витрине дорогие продукты будут на уровне глаз, а дешевые чуть ниже, чтобы их почти не было заметно. Все давным-давно раскрыто, мы все давным-давно раскусили. Или нет? Мы постоянно, уже почти на автомате выбираем продукты для себя и своей семьи. Но знаем ли мы, где нас все-таки успевают поводить за нос и обмануть? Каждым годом на полках появляются все новые продукты, а маркетологи не спят. Они стараются заманить нас всяческими надписями и заманчивыми обещаниями. Как же все-таки разобраться в этом море предложений и не ошибиться в выборе? Как избавиться от мифов, в которые мы верим, когда ходим в магазин? Сегодня мы поговорим о том, как не попасться на маркетинговые уловки, как правильно читать состав, на что обращать внимание при выборе и как сделать так, чтобы еда была действительно полезной и вкусной. Поехали! Каждый человек, который заботится о своем здоровье, приходит в магазин и сразу видит, какие продукты полезные, их стоит покупать, какие вредные, их не стоит брать. Но что, если я вам скажу, что этот человек выбрал неправильный подход? Давайте начнем с одного из самых популярных мифов о вредных и полезных продуктах. Это огромное заблуждение, что есть полезная и есть вредная еда. На самом деле нет таких продуктов, которые однозначно могут быть полезными и вредными для всех людей. Ведь наш организм — это не просто система, которая принимает еду, но и умный механизм, который регулирует обмен веществ, усваивает разные вещества и отправляет их в нужные части тела. Мы часто слышим: этот продукт вреден, этот продукт полезен. Берем продукты с надписями без глютена, без сахара, эко, которые в 2-3 раза дороже продуктов, их аналогов, только без этих надписей. Мы начинаем избегать определенных продуктов, думая, что они приносят вред. Однако ключевое здесь — это баланс и разнообразие. Например, сахар. Все говорят, что это плохо, начинают избегать его, боятся продуктов с ним. Но сахар — это всего лишь углевод, который нужен нашему организму только в определенных количествах. Он дает нам энергию, но если съедать его в огромных количествах, конечно же, будут проблемы. По этому поводу я записал даже отдельное видео, можете посмотреть его. Если взять какой-нибудь здоровый экологичный продукт, в пользе которого никто не сомневается, что будет? Например, бобовые. Они содержат много белка, клетчатки, витаминов. Но если вы съедите их слишком много, могут начаться проблемы с газообразованием. Не впервые ведь мы об этом слышим, правда? То же самое, например, и орехи. Но если их съесть в ведро, можете столкнуться с бешеным переизбытком калорий и нагрузкой на пищеварение. Когда вас будут убеждать купить очередное печенье без сахара, только в 3 раза дороже, задумайтесь, вы хотите позволить себе провести один вечер за чашечкой чая с вкусным печеньем или вечно искать замены своим искушениям, переплачивать и получать безвкусные аналоги? Запомните, главное не то, что вы едите, а как часто и в каких пропорциях. Безумие — это не печенье с сахаром, а жизнь, в которой нет разнообразия. Не дайте обмануть себя мифом. Сбалансированное питание и осознанный подход к выбору продуктов — и это настоящий путь к здоровью. Кстати, один из продуктов, который принято считать всегда полезным, это молоко. Это тот продукт, который многие из нас покупают практически регулярно. Оно стоит на полках, привлекая нас обещаниями своей пользы, натуральности, свежести. Название по типу «домик в деревне» или рисунок с коровой на лужайке заставляют нас поверить в это. Но давайте будем честными, не все молоко на этих полках стоит вашего доверия. Так как же выбрать то самое настоящее, качественное молоко среди множества ярких упаковок и заманчивых обещаний? Здесь все далеко не так просто, как кажется на первый взгляд. Во-первых, молоко — это скоропортящийся продукт. Подлинное настоящее молоко не может храниться на полках месяцами. В холодильнике оно может оставаться свежим не более 3-5 дней, если только мы не говорим о молоке, обработанном термически, то есть пастеризованном. Если на упаковке написано, что молоко имеет срок годности больше 3 недель, задумайтесь. Это уже не молоко, а молочный напиток, который напичкан химией и антибиотиками. Простое молоко не может жить так долго. И вот вам мой совет: не ведитесь на яркие упаковки и заманчивые названия на этих упаковках. Если хотите настоящее молоко, то ищите названия с надписями в составе «цельное молоко» или «молоко с термической обработкой». Эти продукты прошли правильную термообработку и сохранили максимум полезных веществ. В таком случае это ваш выбор, если вы хотите сохранить здоровье и избежать лишних добавок. Но вот если на упаковке написано «восстановленное молоко», то держитесь от него подальше. Это уже не молоко, а химическая смесь, в которую добавлена вода, консерванты и другие химические вещества. Молоко не должно быть восстановленным, молоко должно быть натуральным. Посмотрите на упаковку, почему молоко в пакетах можно хранить дольше, чем молоко в картонных коробках, либо в стеклянной бутылке. Потому что пакеты защищают от внешней среды, но это не значит, что в них молоко лучше. В некоторых случаях молоко может наоборот скрывать скрытые недостатки
данного продукта. Как по мне, стекло и картон — это лучший выбор для тех, кто ценит натуральный. Они не только сохраняют молоко свежими, но и гораздо безопаснее для здоровья, чем пластиковые пакеты. Не дайте себя обмануть упаковки с красивыми словами. Ваше здоровье заслуживает настоящего качественного молока, а не каких-то химических смесей, замаскированных под полезный продукт. Один из самых частых, но не всегда очевидных вопросов при покупке продуктов — это его состав. Мы все знаем, что упаковки с яркими названиями по типу без ГМО, натуральное, питательное выглядят очень привлекательно. Однако часто такие продукты содержат очень много ингредиентов, которые совсем не нужны нашему организму. Возьмите, например, упаковки с надписью 100% натуральные ингредиенты. Хорошо звучит, правда? А что если эти так называемые натуральные ингредиенты — это лишь минимальный процент в составе, а все остальное — это химические добавки, усилители вкуса и консервант? Под натуральностью часто скрывается настоящая химия, которую мы даже не подозреваем. Увы, но надпись на упаковке — это всего лишь игра с вашими чувствами, но никак не истина. Давайте, например, возьмем творог. Это всем известный диетический продукт, который все считают, по-любому полезным. Но тут есть подвох. Если творог обезжиренный или с низким процентом жира, насторожитесь. Это не всегда знак того, что продукт стал здоровее. На самом деле такие творожки, как правило, имеют переработанный белок, а отсутствие жира может означать наличие скрытых химикатов, которые уже заменяют натуральные компоненты. Понимаете? Чем меньше жира в твороге, тем больше вероятность того, что он был создан не из настоящего молока, а из порошков и добавок. Идеальный творог — это творог с жиром. Да, вы не ослышались, жир — это не враг. Это ключ к полезным веществам, витаминам и минералам, которые нужны нашему организму. Творог с жирностью 5 и менее процентов — это не что иное, как переработанный продукт, а не натуральная еда. Вот когда вы находите творог с хорошим содержанием жира, знайте, что он принесет вам намного больше пользы, чем его аналоги, на которых написано обезжиренный, диетический, натуральный. Вот если вы найдете творог с хорошим содержанием жира, знайте, что он принесет вам намного больше пользы, чем обезжиренные аналоги, даже если на них написано натуральный и диетический. Не будьте наивными, в мире продуктов питания часто царит обман. То, что звучит как здоровое, на деле может быть далеко от идеала. Продукт с яркой надписью «натуральный» может содержать в себе много сахара, крахмала, стабилизаторов и других ненужных добавок. Когда вы видите такие продукты на полках, не поленитесь почитать состав, ведь гораздо полезнее выбирать продукты, исходя из того, что написано именно в составе, а не на упаковке. Сливочное масло. Мы привыкли, что это символ натуральности. Этот продукт был с нами всегда и всегда ассоциировался со вкусом детства. Но что если я вам скажу, что не все масла, которые называются сливочными, таковыми являются? О да, под этим благородным названием скрывается много уловок и маркетинговых хитростей, которые могут сильно повлиять на ваш выбор. Но как не попасть в эту ловушку и выбрать действительно качественное масло? И вот вам научный факт. Настоящее масло — это то, которое содержит не менее 80% молочного жира. Вот это единственный верный критерий, на который нужно ориентироваться при выборе сливочного масла. Почему же это так важно? На самом деле все просто. Молочный жир — это естественная и полноценная форма жира, содержащая витамины А, Д, Е и К, которые необходимы вашему организму для нормального функционирования. Эти витамины способствуют нормализации обмена веществ, укрепляют иммунитет и поддерживают здоровье кожи. Молочные жиры — это не просто вкус, это жизненно важные компоненты, которых часто не хватает в нашем рационе. Но если в составе масла вы найдете растительные жиры, забудьте об этом продукте. Это уже не сливочное масло, а искусственно сделанный молочный продукт с добавками, который может содержать не только растительные масла, но и трансжиры. Последние настоящие враги нашего организма, и их потребление связано с повышением плохого холестерина и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Вы когда-нибудь пробовали масло с растительными жирами? Не удивляйтесь, если вкус будет совсем не тот, плоский, с каким-то молочно-растительным привкусом. Сравните с настоящим сливочным маслом. Оно насыщенное, сливочное, с ярким привкусом молока и крема. Разница очевидна, правда? И это не только про вкус, это именно про ваше здоровье. Рынок предлагает массу дешевых продуктов с сомнительными добавками. Но подумайте, стоит ли экономить на том, что действительно важно для вашего здоровья. Лучше выбрать продукт с минимальной обработкой и с максимальным содержанием молочного жира, который не скрывает за собой химии и искусственных добавок. Здоровье и вкус в ваших руках. Настоящее сливочное масло — это не просто про вкус, это про баланс в рационе и про правильные жиры, которые поддерживают здоровье в вашем организме. Так что в следующий раз, когда будете выбирать масло, обязательно прочитайте состав. И помните, что чистое сливочное масло — это ваш друг, а искусственные заменители — враг. Фрукты — это полезно, правда?
Мы все знаем, что они богаты витаминами и антиоксидантами, но задумайтесь, насколько полезны те фрукты, которые вы покупаете за пределами их сезонности. Сезонные фрукты — это не только элементарно вкуснее, но это и значительно полезнее для вашего здоровья. Почему же? Сейчас объясню. Мы часто забываем про сезонность. Когда на полках зимой появляются бананы, помидоры или яблоки, не всегда стоит радоваться этому. Скорее всего, эти фрукты были выращены в условиях теплицы с использованием пестицидов и химикатов, которые в свою очередь ускоряют рост и увеличивают срок их хранения. Так подумайте, какие фрукты могут быть полезными, если они буквально напичканы химией, чтобы просто дожить до ваших тарелок. Ну и для примера, яркие, сочные, блестящие яблоки, которые мы видим на полках магазинов, часто вовсе не местные. Эти яблоки могут быть привезены с далеких стран, где их обрабатывают химикатами, чтобы они элементарно до нас доехали. К тому же такой долгий путь — это не только потеря вкуса, но и возможность попадания в ваш организм химикатов, которыми эти фрукты успели пропитаться. То же самое касается авокадо, бананов и других экзотических фруктов, которые мы так любим. Купив их вне сезон, мы не только едим фрукты, пропитанные химическими веществами, но и забываем о том, как же вкусны наши сезонные овощи и фрукты, которые выращены в наших регионах в нужное время года. Лето — это просто праздник для фруктов. На прилавках появляются яблоки, груши, вишня, сливы, персики, абрикосы и, конечно, земляника и черника. Осенью приходит время для груш и яблок поздних сортов, винограда, слив, кабачков. Особенно в конце осени можно найти гранаты, киви, которые завозятся к нам из других стран, но при этом часто тоже бывают урожаи последнего сезона. Зимой можно найти цитрусовые, апельсины, мандарины, грейпфруты, которые хоть и не растут в России, но приходят к нам из ближних теплых стран и становятся источником витамина С. Забудьте про клубнику зимой. Натуральные сезонные фрукты содержат намного больше витаминов и полезных веществ для вашего организма. Они не требуют химической обработки и действительно поддерживают ваше здоровье. Так что в следующий раз, покупая фрукты и овощи, подумайте, что вам важнее: фрукты и овощи с химическими добавками, непонятно откуда привезенные, или сезонные, выращенные в нашем регионе. Эко, фермерский, натуральный. Какие красивые слова. Эти яркие надписи на упаковках сразу вызывают у нас чувство доверия, какой-то чистоты. Но будьте осторожны, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Часто такие продукты не оправдывают высокую цену. И здесь важно не попасться на маркетинговую уловку. Ошибка заключается в том, что мы часто думаем, что фермерский продукт — это определенно уже само по себе качественно. Но на самом деле это не всегда так. Фермерские продукты часто бывают ничем не лучше продуктов массового производства. Они могут быть привезены с сотен километров, теряя по пути свои полезные свойства. А уж про обработку химическими веществами и нарушения при хранении вообще можно не говорить. Возьмем, к примеру, фермерские яйца. Мы все знаем, что если фермерские, это значит органика, но на самом деле не все так однозначно. Фермеры без официальной сертификации могут не отслеживать, чем они кормят своих кур. А значит, и яйца могут быть не такими экологическими чистыми, как изначально представлены. Без соответствующих сертификатов в яйцах могут оказаться химические вещества, которые как-то попали в корм. Кстати, такие фермерские продукты также могут подвергаться обработке, чтобы дольше храниться и выглядеть более аппетитнее. Лучше выбирать продукты с проверенными сертификатами качества, либо брать у фермеров, которым вы лично доверяете. Если вы уже решили заплатить за экопродукт, то это должно быть подтверждено документами, а не одной лишь упаковкой. Без сахара. Как часто мы видим эту надпись на упаковке и думаем, что нашли идеальный продукт для нашего здоровья. Но не спешите радоваться, на самом деле не все так просто. Вместо сахара производитель часто подсовывает нам сахарозаменители или фруктовые составы, куда добавлен тот самый сахар, да-да. Не позволяйте маркетингу обманывать вас. Лозунги без сахара — это часто просто ловушка. Проверяйте состав. В поисках здоровых продуктов мы можем попасть на заменители, которые ничем не лучше, но может быть даже и вреднее, чем обычный сахар. Почему сахарозаменители это не лучше, чем сахар? Хотя они не содержат калорий, сахарозаменители могут повлиять на наш организм не менее сильно. Они увеличивают аппетит, заставляя нас потреблять больше пищи. Кроме того, многие искусственные заменители могут влиять на микрофлору кишечника, а другие вызывать скачки уровня инсулина, что в итоге ведет к тому же результату, что и употребление сахара. То есть, чтобы делать нас счастливыми без угрызения совести, они могут наоборот добавить нам проблем. Запомните, без сахара не всегда значит полезно. Осторожно с яркими надписями, они могут скрывать неприятные сюрпризы. Не нужно исключать сахар полностью из рациона. Важно соблюдать баланс, и лучше иногда съесть немножечко того, что вы хотите, чем заменять это сахарозаменителями.
Оливковое масло — это не просто тренд, это настоящий суперфуд, который многие считают символом здорового питания. Но вот в чем загвоздка, не все оливковые масла одинаково полезны. Оливковое масло бывает рафинированным и нерафинированным, и важно понимать эти отличия. И разница тут не только в том, что нерафинированное сильнее пахнет. Рафинированное масло идеально подходит для жарки, у него высокая температура дымления, но вот пользы от него не так уж и много. В процессе переработки оно теряет практически все свои полезные вещества. Так вот, если вы хотите сохранить пользу продукта, покупайте нерафинированное оливковое масло и используйте его только для заправки салатов. Оно богато антиоксидантами и витаминами. И небольшой лайфхак. Хорошие масла не должны оставлять осадок или брызгаться при нагреве. Когда мы выбираем мясо или рыбу, на первый взгляд кажется все просто. Но на самом деле здесь скрывается немало подводных камней. Особенно стоит быть внимательным при покупке фарша, в котором могут скрываться не самые качественные ингредиенты. Ну и конечно, если есть у вас выбор, то покупайте охлажденное мясо, а не замороженное. Замороженные продукты теряют много полезных свойств и могут быть уже не такими вкусными, как более свежее мясо. Не стоит покупать фарш с длинным списком каких-то непонятных добавок или замороженную рыбу без проверки ее происхождения. Это не только снижает ее качество, но может привести к аллергиям, так как замораживание разрушает белковую структуру рыбы. Мой совет: ищите свежесть. Чем меньше компонентов в фарше, тем лучше. Лучше всего покупать мясо цельными кусками и готовить фарш самим. Так вы точно знаете, что вы получаете, из чего делать, и не рискуете своим здоровьем. А чтобы еще больше узнать про мясо, как его выбрать, как готовить, смотрите наше видео. С детства каша является пусть и не всегда любимым блюдом, но точно полезным. Напишите в комментариях, какая каша, по вашему мнению, самая вкусная. Если вы, конечно, любите каши. Когда мы выбираем овсянку или другие крупы, нужно понимать, что каши, которые быстро приготавливаются, это не наш вариант. Они уже потеряли большую часть своих питательных элементов еще во время обработки. Чем быстрее они готовятся, тем меньше пользы они принесут. И здесь мой совет будет: покупайте каши, которые дольше готовятся. Так вы сохраните максимум витаминов и питательных веществ. Лишних 10-20 минут готовки, но ваш организм вам скажет спасибо. Когда речь идет о питании, мы часто попадаем в одну из двух крайностей. Либо стараемся исключить из рациона все вредное и становимся такими фанатиками здорового питания и диет, либо наоборот позволяем себе все без оглядки на последствия. Но истина, как всегда, где-то посередине. Представьте себе качели, где с одной стороны диета с минимальными калориями, а с другой стороны изобилие еды, которую вы можете есть в неограниченных количествах. И если вы будете прыгать с одной крайности в другую, то ни на чем не устоите и в итоге окажетесь в состоянии диетического стресса, с которым придется бороться уже всю жизнь. Вы когда-нибудь пытались сидеть на строгой диете и отказаться от всего, что вкусно? Сперва вам кажется: это круто, я сильный, я могу. Но стоит только сдаться, как все возвращается с усиленной, удвоенной силой, килограммы, плохое настроение. А с другой стороны, это поедание пиццы, сладостей, фастфуда, несмотря на их привлекательный вкус, через время начинают делать свое дело. А это энергетический спад, проблемы с кожей и вообще ощущение, что вы живете не в своем теле. Ну и секрет, как обычно, в балансе. Вместо того, чтобы постоянно ограничивать себя или постоянно расслабляться, попробуйте пожить в умеренности. Это означает, что можно баловать себя время от времени своими любимыми сладостями, но это не значит, что нужно делать их основой рациона. Питаться разнообразно, углеводами, белками, полезными жирами, овощами. И наслаждаться этим, а не превращать еду в самоцель. Сбалансированное питание — это не только подсчет калорий, но и нужно прислушиваться к нашему телу. Найдите для себя золотую середину, и ваш организм скажет вам спасибо. Вы будете чувствовать себя энергичнее, легче, а самое главное, вы избежите мучительного ощущения постоянного голодания. Вот мы и подошли к финалу нашего путешествия по опасным уловкам маркетологов. Надеюсь, теперь вы будете выбирать продукты не только по надписи на упаковке, но и по их составу. Помните, что истинная польза в питании — это разнообразие и баланс. Ну и не забывайте, что ваше тело заслуживает только самого лучшего.